Строительный сектор в России – образец стойкости. Несмотря на различные факторы, от ставок по кредитам, объемов заказов до, в конце концов, погоды, возведение новых квадратных метров не останавливается. За счет чего? Как работают компании в этой сфере, мы сейчас и расскажем. Итак, в этой программе как печи-рекордсмены варят стекло огромных размеров. Печь у нас уникальная. Безостановочно по времени она уже работает 18-й год. О вкладе модульных домов в развитие туризма. У нас выходит в год около 170-200 объектов. Где набирают популярность паровые котельные. 70-80% вещей, с которыми мы в обыденной жизни сталкиваемся, они приготовлены так или иначе паром. Какие окна стали заботой робота-мойщика? Мы получили первый российский патент, поняли, что во всем мире нет такой технологии. Первым делом отправимся в Рязанскую область. В прямом смысле прозрачные перспективы. Компания, о которой сейчас пойдет речь, уверенно смотрит в будущее. На своих 3 заводах она производит 2450 тонн стекла не в год, в сутки, от обычных до исполинских. Но не только размер имеет значение для того, чтобы бизнес-план не разбился вдребезги. Что еще, мы сейчас и посмотрим. Ситуация, с которой сталкивался далеко не один завод в России. Сначала работа с иностранцами, потом санкции. Бывшие партнеры бегут с рынка, думая, что без них все развалится. Но нет, производство стекла в Рязани не дало трещину. Под руководством российского акционера мы стали самостоятельно формировать нашу коммерческую стратегию и технологическую стратегию. На сегодняшний день порядка 1000 сотрудников, экспертов в области производства стекла. И мы гордимся тем, что у нас более 70 продуктов в нашем портфолио. Сердце предприятия – печь. Стекловары, подобно заправским поварам, готовят смесь – шихту. Сколько там температура? Температура в печи порядка 1500-1400 градусов согласно технологии производства стекла. Расплавленная масса поступает в ванную, где и формируется стекло. Длина производственной линии от печи до готового продукта около километра. Но специалисту же нужно везде успевать. По-моему, отличный вариант. Да и для здоровья полезно. На линии стекло не только застывает, сканеры проверяют качество, а роботы сверхточно разрезают полотно без остановки конвейера. Листовые стекла могут быть даже больше формата джамбо, то есть слоновьих размеров. Привычный нам так называемый джамбо формат – это 3210 на 6 метров. Мы выпускаем стекло 3210 до 9,5 метров. Понял. Формат мамонта уже. Да, можно так сказать. Компания первая в стране стала выпускать крупноформатное стекло взамен импортного. Для перевозки гигантского продукта нужна спецтехника. Машину с присосками прозвали кальмаром. Но не все стекло попадает сразу на склад. Есть и путь через чистую комнату. Нам необходимо сохранить чистоту поверхности от внешних факторов, от пыли, от загрязнений каких-то. И дальше камера напыления. Можно придать стеклу нужный цвет. Кроме эстетики, это еще и энергосбережение, защита от солнечных лучей. При необходимости мы можем напылять более 30 миллионов квадратных метров в год. И здесь тоже история замещения импортного. Наши коллеги совместно с другими российскими предприятиями разработали аналоги этого оборудования. Один из успешных примеров – это генератор для линии нанесения покрытий. У нас уже есть свои патенты на ряд продуктов.
а также на методы упаковки нашей продукции. Куда же идет стекло? В России спрос в жилищном строительстве пока снизился, но зато архитектурный рынок требует больших форматов. За последние 2 года спрос на него увеличился в 3 раза. Мы гордимся такими объектами, как Третьяковская галерея, кампус имени Баумана, аэропорт Шереметьево и тысячи других не менее интересных уникальных проектов по всей нашей стране. Есть желание развивать экспорт, и он есть в страны СНГ. Поддержка здесь, конечно, была бы не лишней. Начиная от непосредственно финансовых мер поддержки и заканчивая вопросами обучения, заканчивая вопросами логистики, выстраивания взаимоотношений как внутри нашей страны, так и за ее пределами, поддержка экспортной деятельности и так далее, и так далее. То есть важно, чтобы мы охватывали все направления без исключения. Надо сказать, что Рязанская область уже 3 года входит в лидеры по стране по внедрению регионального экспортного стандарта версии 2.0. Раз уж зашла речь об экспорте. В прошлом году, по итогам 8 месяцев, поставки за рубеж не сырья, а именно высокотехнологичной продукции выросли на 23%. А сейчас вновь на стекольное производство, которое затеяло модернизацию заводов. Каждый ремонт оценивается более 5 миллиардов рублей. И вот, например, в частности по Рязани, в том числе мы рассчитываем на меры государственной поддержки. По закупке оборудования, да? По закупке оборудования. Да. О чем речь? Производители ждут оживления на строительном рынке. Надо подготовиться. Печи, которые работают без остановки лет по 18, будут нажимать на паузу. Будет построена еще более современная печь, еще большим объемом. Я думаю, у нас будет еще более лучшее стекло. Что еще касается строительства в целом и окон в частности. Если есть стекло, а на нем грязь, значит есть пространство для идей героя нашей следующей истории. Пыльные, грязные, например, после дождя окна. Проблема уж точно известная жителям городов. А попытка помыть стекла легко превращается в сложное испытание. Чтобы сделать жизнь людей проще, безопаснее, прозрачнее, краснодарская компания придумала не просто робота-мойщика, а целую систему. Есть же в автомобиле щетки стеклоочистителя. Дворники, проще говоря. Почему бы не сделать что-то подобное на окне? Сама идея пришла в 2016 году моему партнеру Сергею Камышнову. Была первая разработка прототипа автоматической мойки окон нашего изобретения. В 2019 году мы получили первый российский патент. Поняли, что во всем мире нету такой технологии. Первые образцы в Ростове-на-Дону собирали из подручных материалов. Сейчас конструкция стала, конечно, совершеннее. Сейчас она полностью автоматизирована. Идет подача воды автоматически с резервуара. В нашей системе можно поставить программатор, то есть установить именно режим включения день-ночь с пульта, и также управление с умного дома можно включить. В этом, по словам разработчиков, и главный плюс в сравнении с роботами-мойщиками. Их все равно надо заправлять водой, крепить на стекло, пересаживать с окна на окно. Роботы-мойщики оставляют мертвую зону. Наша конструкция на полностью миллиметр в миллиметр осуществляет цикл сверху вниз. А здесь за 40 минут поставил квартиру, программу ввел и забыл. Разве что жидкость подливай. Она, кстати, не замерзает. От палящего солнца щетку защищает кожух. Теперь про поводу применения. Квартира, понятно. А где еще эти системы могут применяться? Наша конструкция применяется во многих сферах. Первая, наверное, самая масштабная, которая нужна человечеству, это на солнечные панели. И далее по списку. Окна мансардные, в спа-комплексах, бассейны. У нас большая автомойка, это один из больших объектов, там порядка более 50 конструкций, если по кругу брать самого фасада. В России оснастили уже более 300 объектов. Плюс за рубежом. Патент на изобретение есть в 36 странах.
Да, у нас есть в Дубае один демонстрационный объект на одном из зданий. Все прекрасно работает, можем продемонстрировать. А как же владельцы гостиницы в Арабских Эмиратах, а еще в Саудовской Аравии, вообще узнали, что кулибины из России делают такие системы? На этих кадрах выставки, которые еще до обострения ситуации с Ираном успели пройти в Дубае и Эр-Рияде. А еще в Китае российский экспортный центр регулярно организует фестивали ярмарки, сделанного в России. 17 мая в Харбине как раз будет очередной. Да, нам большую поддержку осуществляет именно РЭЦ, то есть Российский экспортный центр, как и поддержка Краснодарского края, так и всероссийского. То есть мы участвуем, уже вторая международная выставка. Первая мы участвовали в Казахстане в 2025 году. И не так давно мы прилетели с Саудовской Аравии, тоже выставились там, как бы благодаря Российскому экспортному центру, то есть они нам помогли, то есть туда попасть. И еще о поддержке. Создатели системы мойки окон, понятное дело, хотят развиваться. Сделать продукт мощнее, продавать готовые наборы для самостоятельной установки. Инвестиции нужны и для воплощения другой идеи – системы очистки снега с крыш. Это где-то порядка 5500 конструкций у нас запрос ежемесячного выпуска. Вот. Поэтому где-то порядка 100-120 миллионов рублей нам требуется для расширения производства. А что же строительство домов? По итогам прошлого года объемы ввода жилья не сильно, но прибавили. Эксперты считают, что сказались и высокие ставки, и рост себестоимости, и довольно сдержанный спрос. Но сектор индивидуального жилищного строительства вырос на 2%, и на него пришлось 59% общего объема ввода. Итак, про частные дома из Краснодарского края сейчас и расскажем. Чтобы фундамент под строительной отраслью не шатался, существенный вклад вносит индивидуальное жилищное строительство. Проще говоря, интерес к частным домам, баням растет. Что думают о развитии рынка компании с Краснодарского края, мы сейчас и узнаем. Первый продукт компании – баня-бочка, а дальше масштабнее. Пошла разработка уже проектов домов, изначально модульных, индивидуальных жилых. Ну и сейчас мы покрываем, наверное, весь спектр каркасного домостроения, который только возможно. История вообще необычная. Производить и строить дома на Кубань приехали люди из Сибири и русского севера. С лесом там порядок, а здесь перспективы. Получается, ваша компания вносит серьезный вклад в развитие цивилизованного туризма в России. Мы очень стараемся, да. Туристическая – это наша тема, то есть глэмпинги, базы отдыха. Даже там, где уже что-то построено, люди готовы дальше модернизировать свой бизнес и, соответственно, обращаются к нам за какими-то идеями. Потому что это не только модульные бани, дома, это открытые кинотеатры с навесами. Это какие-то зоны для йоги, террасы. То есть это то разнообразие, которое мы можем сделать и дать, включая малоархитектурные формы. Возводить, скажем, туристическую базу где-то в горах Дагестана, на берегу Байкала или даже на вечной мерзлоте Чукотки, конечно, можно традиционным способом. Везти туда стройматериалы и строить. Долго и дорого. А можно сделать модульные дома и бани. То есть, когда с цеха выходит готовый продукт, мы его грузим на транспорт и перевозим уже в точку установки. Это то, что касается мобильности. Конечно, все наши изделия согласованы с заказчиком полностью, отделочная часть, оборудование, которое мы устанавливаем, душевые стойки, бойлер, это все полностью идет в комплекте с баней. Баня, когда приезжает, либо модульный дом, который приезжает, все, что остается нам, это передать ключи нашему заказчику занести мебель и, собственно, уже пользоваться нашим конечным продуктом. То есть в среднем за 2,5 недели можно произвести дом с отделкой и всей коммунальной начинкой. Свет, вода и так далее. 6-12 модулей, большие дома, а также индивидуальное жилое строительство. То есть это дома по индивидуальному проекту, который разработан под заказчика. Это уже
не только одноэтажные, это полутораэтажные, двухэтажные дома. А что же дальше? Например, что касается строительства частных домов. Можно ли говорить, что сейчас на рынке вы наблюдаете небольшое хотя бы оживление? Последний, наверное, месяц, вот конец января, вот февраль, чуть-чуть росточки проклевываются, оживление клиентской заинтересованности, люди приезжают, считают, готовы к сотрудничеству, но все это дело они мониторят заранее. А что касается дел государственных, то есть же нацпроект «Туризм и гостеприимство». Среди его целей до 30 года, помимо строительства гостиниц и санаториев, есть и создание модульных средств размещения на 10 тысяч новых номеров. Здесь помощь – льготные кредиты для инвесторов по 3-5%. И в целом финансирование нацпроекта год от года увеличивается. Ну и нас в любом случае поддерживают. Фонд развития промышленности Краснодарского края, в который нам предоставляет те же самые выставочные площадки, то есть мы постоянно с ними взаимодействуем, экскурсии, которые приходят к нам. В том числе мы рассматриваем вопрос о оборудовании для помощи со стороны государства, для приобретения оборудования для запуска вот этих вот новых линий. Пока компания возводит порядка 170 объектов в год по всей России. Потенциал гораздо больше, раскрытие которого зависит не только от старания строителей. А чего же еще? Ответ мы увидели в Оренбургской области. Согласитесь, чтобы развивать промышленность, необходима инфраструктура. Например, для многих предприятий нужен пар. И чтобы, простите за каламбур, не париться в его поисках, у предприятия из Оренбургской области есть множество решений. Основатель компании начинал с ремонта котлов. Они были для буровых установок. А теперь... Мы сейчас поставляем по всей России установки. Вот новое течение, которое у нас сейчас пошло в Казахстане, сделали 2 установки для пропарки нефтяных пластов с тяжелой нефтью. Почему же дело идет? Сын, продолжая дело отца, рассказывает, эпоха пара вовсе не ушла с пароходами и паровозами. Паром готовят практически всю еду. То есть, к примеру, соки или напитки какие-нибудь. Паром делаются автомобильные колеса, пенопласт, бумага, еда вообще практически вся. То есть кондитерские изделия, на молокозаводе пастеризация. Паром делают вакуум для того, чтобы, например, делать сгущенку. Вот, и так далее. 80% продукции, оказывается, в нашей жизни создано так или иначе с помощью пара. А этот завод делает его источники. От маленьких котлов до тяжеловесов производительности. Номенклатура сейчас от 200 килограмм до 10 тонн. Просто диапазон наших котлов. Ну, дальнейшую диверсификацию надо делать. В дальнейшем мы планируем высокотемпературные котельные установки на термомасле. Ну, еще планируем теплогенераторы создавать. Котлы производят, что называется, по полному циклу. Мы можем делать установки до 160 атмосфер давлением. То есть это уникальная способность, мало кто так может делать. Но самому по себе котлу, без котельной, как-то одиноко. И компания создает комплексное решение, где в зависимости от задач подбирается число источников пара и все, что обеспечивает их успешную работу. Автоматика вся российская. Вот как многоядерные процессоры в наших телефонах и компьютерах, когда несколько ядер объединяются для того, чтобы обеспечить работу какой-то одной программы. Также мы делаем вот такие умные котельные, которые за счет автоматизации, за счет нескольких котлов могут на самом деле обеспечить достаточно большую производительность, то есть десятки тонн в час. Такие котлоблоки под ключ, по сути, контейнеры, которые хоть на грузовик ставь, хоть на корабль с поездом и отправляй заказчику.
С учетом масштабов нашей страны это на самом деле очень важное преимущество, потому что география наша, например, это от Республики Крым до Южно-Сахалинска, то есть это где Япония рядышком, и все это едет, добирается. А уже на месте всего за день можно собрать несколько модулей, готовых трудиться хоть в адской жаре, хоть в лютом холоде. У нас одна установка есть рядом с Эймиконом, который является полюсом холода и успешно там трудится. Покупая такую котельную, компания уже становится собственником не недвижимости какой-то, а оборудования, которое в любой момент может переместиться на новое место. К вопросу о спросе. За 5 лет площадь завода выросла с 400 квадратов до 13 тысяч. Удалось сделать конвейер, чтобы производить быстрее и дешевле. По оборудованию здесь у вас была господдержка? Была государственная поддержка, была. Мы выиграли грант, вот, купили новые станки, если увидели это. И вот здесь вот вальцы. Все на эти денежки купили. Дай бог бы продолжали. Основные меры поддержки сохраняются по всей стране. Плюс в самих регионах зачастую выступают с инициативой о поддержке бизнеса. С учетом СВО мы сделали программу «Свой бизнес. Дело героев». Вообще считаю, что бизнес – это дело героев в сегодняшнем времени. Вот. А так «Свой бизнес» хорошая получилась программа. У нас 25 участников стали финалистами, получили гранты на выстраивание своего бизнеса. Это различный бизнес. Это и бизнес по строительной технике, это и бизнес там, по выращиванию сельхозпродукции. Кто-то улей, пчел разводит, кто-то производит дома комплекты, кто-то производит столярку. В основном получается хорошая коллаборация между взаимодействием даже с друг другом. Сами участники программы взаимодействуют, общаются, дружат и как находят точку соприкосновения, помогают друг другу. Очень чувство локтя развито среди них. Паровые котельные поставляют и в Казахстан. Географию вполне можно расширить. Для этого тоже есть меры поддержки. Спрос и поддержка – хорошие слагаемые для успеха. Семейный завод паровых котельных выкупил еще одну площадку и... Мы возобновили выпуск бытовых котлов водогрейных. Там и у нас площадка для изготовления контейнеров для наших котлов. Ну, здесь уже ни людских ресурсов, ни площадей пока нет. За последние, скажем так, 23-24 год компания сделала рывок примерно в 5 раз. Вот такой рост производительности. Понятно, что 25 год – это уже начало стагнирующих мероприятий. 26 год мы смотрим, что будет происходить, но пока... Надежды. Да. С оптимизмом смотрят и остальные компании, о которых мы рассказали, и еще тысячи остальных. Не обязательно связанные со строительной отраслью, но вносящие свой вклад, чтобы фундамент экономики страны стал крепче.